Привет, это Боб. Привет, это Subwave. Мы находимся в Петербурге, в моей домашней студии, где мы написали большинство треков с нашей новой EP. Первый раз мы с Глебом встретились, наверное, лет 10 назад на одной из драм-н-бейс вечеринок. Впервые я был поражен материалом Саши. Это был трек Song About My Dog. Был в восторге от продакшена, от мелодики, вообще от концепта данной композиции. Я услышал трек Subwave, наверное, в году 2003, еще когда он выпустился на Technical Itch Recordings. Это был такой суровый, лютый драм-н-бейс. Дарк. Да, и там была такая яма со словами драм-н-бейс. Это бездна совершенства. Да. Это был микс Technical Itch, но когда я услышал русскую фразу, я понял, что это какой-то русский чувак. Начал гуглить, наверное, ты тогда не гуглил. Гугла тогда, наверное, не было, рамблерить. И охуите. Я какое-то время назад ушел с драм-н-бейс сцены и занялся там поп-музыкой, играл в одной группе, гастролировал по миру, и потом, когда решил вернуться опять к драм-н-бейсу, мы общались с Сашей и решили создать какой-нибудь совместный трек для его лейбла Microphonic Recordings, и так родился Clair de Lune. Делали мы его по интернету, да, насколько я помню? Да, я помню, когда только Глеб возник с новыми треками, мне очень захотелось что-то совместное написать, потому что мы немножко на одной волне такой минималистичной находились. Да. Сам проект довольно просто родился. Глеб прислал мне дорожки с дропом, с мелодией, с темой основной. Я уже как-то развил, добавил голоса. Когда я жил в Москве, мы начали более плотно сидеть в студиях и писать просто разный материал. И тогда родились уже треки Take It Off и City Lights. Да. Мы изначально планировали написать прямо эпишку в таком минималистичном стиле. Треки как-то сразу же разлетелись в хоспиталах. Сразу подписали. City Lights вышел на Forza Horizon, саундтрек к игре, и Take It Off на компиляции Hospitality on the Beach. С тех пор получается, что эпишку не вошли эти треки, мы сделали новый EP по итогу, который выходит 22 ноября. То, что трек вышел на Forza Horizon, в целом у меня была всю жизнь мечта, чтобы... Я очень люблю видеоигры и вообще все, что с этим связано с этой индустрией. И было очень круто, приятно, что для такой достаточно значимой гонки, известной, использовали наш трек, поэтому это было... Да, забавно, мне даже друзья писали, о, чувак, я играю в Форзу, и твой трек звучит. Когда мы начали работать в студии совместно, мы, конечно же, подглядывали за фишками друг друга. Я научился более аккуратному подходу вообще к сэмплам, сэмплингу, более четкому. То есть Саша очень любит делать короткие звуки, за счет этого вообще вся композиция начинает звучать более так четко, более пространство появляется намного больше. Я в свою очередь наоборот, я люблю посидеть там, довольно много времени уделяю деталям, могу просто начать обрабатывать там барабаны или какие-то штуки, сидеть, не знаю, просидеть час. А именно Глеб, у него workflow совершенно другой, то есть он за первые буквально, не знаю, 20-30 минут может уже полтрека накидать, в общих чертах, ничего не обрабатывая, но зато будет супер крутая идея и вайб, отлично передастся. Обычно я меняю кик, который Subwave выбирает. Да и снэр, какие-то просто, не знаю, которые в трансе используются. И все время укорачивают все снейры и клэпы. Кстати, я начал если раньше я заменял снейр на хэт или вообще убирал его, то сейчас мы остановились на снэпы. Лучшая фишка этого года. Стараемся, найти компромисс достаточно быстро, и каких-то конфликтов по поводу и споров саунда очень редко бывает. Честно говоря, мы не задумываться о том, что музыка может принести, это не очень благодарное дело. В первую очередь мы хотим подарить определенные эмоции, конечно же, которые сами получаем от написания треков. Хотим делать какой-то мелодичный, очень музыкальный материал. Да, мне кажется, мы немного хотим отойти от рамок драм-н-бейса. Мы пишем в основном на 170 BPM, то есть это скорость драм-н-бейса, но содержание, оно обычно отлично от тех канонов, которые привыкли слышать драм-н-бейс
слушатели. Да, мы даже видим часто какие-то комментарии про наши треки, что это, хаус или драм н бейс, хотя как бы нам кажется это очевидно, что как можно спутать эти два жанра, это именно то, что мы хотели бы добиться, чтобы наша музыка воспринималась как нечто большее, чем просто драм н бейс. Чтобы на нашу музыку не навешивали вот эти ярлыки и не оценивали треки в рамках определенного жанра. Когда мы выбирали название для эпишки, нам очень важно было, чтобы это именно на каком-то чувственном уровне ассоциировалось с нашей музыкой. И нам кажется, Love and Other Drugs вполне вписалась в концепт. Там есть определенный заложен смысл в этом всем, потому что любовь — это, можно сказать, главный наркотик в жизни любого человека, наверное. Это двигатель творчества, развития. В целом очень сильно отражает концепцию нашей музыки, и вообще просто звучит красиво. Трек Teardrops. На самом деле история его создания достаточно прозаичная, потому что мы делали совершенно другой трек, который вы, возможно, потом услышите, более такой ликвид-фанковый. Да, и Глеб добавил туда мелодию, которая не совсем... Да. Ну, то есть она классная была, мне понравилась, но она не совсем вписывалась в трек. Я ее удалил. Но чтобы Глеб на меня не обиделся, я начал новый трек. Да, и из этой мелодии получился новый трек. Да, получилось прикольно, и то есть, мы его развили, и вот так родился этот трек. Space Warp, да, там происходит такое соединение наших стилей работы, потому что мы как с Clair de Lune, я сделал какой-то набросок, заготовку, мини-дропчик, отправил его Саше, то есть вся вот там мелодичная часть, не основная, но какая-то часть, она лежала на мне, а Саша прикольно добавил такой темный дроп, его как раз-таки стиль его последних некоторых работ, и получился такой гибрид чего-то красивого, нежного, волшебного и такого агрессивного низа, что, мне кажется, создает какие-то интересные эмоции. Я откопал прикольный фильтр, и у меня случайно там с резонансом получился вот этот бас, который я решил оставить и на этом сделать упор. Don't Wake Me Up, он возник под впечатлением от одной такой инди-песни. В общем, я смотрел сериал BoJack Horseman, и в конце одной из серий там, такой был грустная концовочка и очень приятный такой мелодичный инди-трек. И я подумал, очень хочется что-то такое написать, почему вообще на 170 BPM никто такое не делает. Вот, я начал демку, за барабаны взял не живые, а 808-е классические, такие сделал супер все минимально, добавил гитарки, нашел вокал совершенно случайно, прям целый песни там подрезал, что-то подобработал, и получилась такая основа песни. Вот, я заслал Глебу. Да, мне очень сильно вкатило. Я сказал, что это обязательно нужно сделать синглом, несмотря на то, что это достаточно рисковый ход, и он не звучит как классический драм н бейс, то есть это скорее как-то инди-электроника, но в целом это очень красивый трек. И потом Глеб приехал в студию, мы уже добили его, добавили снэпов, хэтов. Самые важные элементы в треке, в принципе. Да. Еще одно доказательство того, что сидя просто у себя в студии дома, попивая кофеек, можно делать трек от начала до конца, прям песню. Да, современные технологии, конечно, мало того, что технологии достигли того, что вы можете посмотреть на YouTube уроки и научиться там через уже месяц что-то делать вменяемое, но и количество вообще свободного материала, такого как вокальные партии различные, чего я вообще всегда любил в своем творчестве, то есть при этом тебе не нужно там с каким-то вокалистом обязательно созваниваться, решать, какую вокальную линию прописать, а просто берешь, подбираешь сэмплы, этот, другой, хоба, подошел, все. Да, как раз таки это очень важный момент, когда ты хочешь сохранить вот этот workflow, когда тебе... Да, первый импульс творческий, чтобы не терялся, и ты сразу хоп, и все, потому что это самое главное. Поэтому мы очень любим работать именно с сэмплами. С UK Garage музыкой меня, допустим, связывает очень много. Это один из первых электронных жанров, который я вообще стал слушать. Еще в 97-м году был такой Speed Garage, он назывался. Несмотря на то, что я с маленького города Магадана, даже там эта музыка играла в клубах. Я думаю, Саша тоже любил всегда такое. Да, гараж мне всегда нравился, но я тяготел к более такому ломаному.
ну, ломаному, типа, с аккордиками, вокалом. Более мелодичный, да. Под шампанское. Мы собрались в этой студии, да, этим летом, и решили просто сделать что-то, опять-таки, не драм н бейс. Приехал на Hospitality, было Hospitality в Петербурге, и мы решили, ну, Глеб решил остаться на подольше, и мы затусили просто прямо в студию, не вылазили отсюда. И да, тач мы написали, основу тача мы написали буквально за день, может, полтора. Да, он очень легко пошел, как бы. То есть мы кайфовали, когда его делали. Что-нибудь, конечно же, в будущем от нас 100% вы услышите. Возможно, тоже гараж, возможно, какие-то другие жанры. Мы сейчас как раз-таки прорабатываем концепцию, как будем дальше двигаться. Но в целом мы, конечно, хотим как можно разнообразней делать нашу музыку. Да, то есть темп, мы не хотим к нему сильно привязываться, опять же таки, для того, чтобы делать больше упор на, ну, на саму музыку, то, что внутри. То есть темп, по сути, это, ну, он не имеет такого принципиального значения. Прежде всего, мы хотим донести до людей какие-то свои эмоции, какие-то переживания. Свое видение. Да, видение вообще электронной сцены и немножко разбавить ту супер насыщенную сцену более таким легким и минималистичным стафом. Да, показать немножко другой путь вообще данной музыки, другие грани и подарить всем вам любовь. Это был Subwave и Bob. И наша новая EP вышла на Hospital Records в виде пикче-диска черно-белого. Очень красивый. Очень красивый. И также на всех цифровых платформах и стриминг-сервисах. Peace. Спасибо.